Всем привет, ребят, с вами Брайан. Ой. С вами... Я забыл, как меня зовут. Хозяин Симбы, Артем. Сегодня мы будем тестировать одно очень прикольное приложение. Это приложение называется переводчик для кошек или мяу-ток. И по идее оно реально должно переводить мяу моих котов на человеческий. Я не знаю, как оно работает. Оно просто запоминает разные мяу. И потом для именно этого котика, вот смотрите, я добавил сюда много котиков. Кстати, это приложение меня не спонсировало. Я просто решил попробовать его, посмотреть, как оно работает. Сегодня вот я добавил несколько котиков. Как вы видите, тут есть Симба, Кайта, Альбатрия, Артем, это я, моя мама. Ты меня снимал. И чё? Заново давай. Нет. Да. Не трогай. Я обрежу, я обрежу. Дубль Я два. обрежу. Дубль 2. Я обрежу. Вот. И сегодня мы попробуем сделать так, чтобы наши котики мякнули, и попробуем перевести это. Сейчас они вообще молчат. Мам, ты что, их покормила? Они мякают только когда они голодные. Я не покормила, я дала твой творог. Что? Я не знаю, как мы сейчас будем делать так, чтобы они мякнули, но мы попробуем. Че ты прячешься за котом? Че ты прячешься? Не прячься за котик. Вот. Так, у нас тут началась какая-то движуха. Давайте мы выберем какого-нибудь котика, например, Симбу, и начнем записывать его. Так, а что там? Они едят, вот что они делают. Нет, надо тарелку эту убрать. Ну что, вы будете мякать, а? Будешь мякать? Батре, ты будешь мякать? Алло? Симба, ты будешь мякать? Так, Кайта, ты будешь мякать? Симба? Альбатре, ты будешь? Я сейчас не знаю, что делать. Сейчас попробуем как-нибудь их заставить помякать. У меня есть один способ. Нам понадобится Симба. Поэтому сейчас возьмем Симбочку младшего и пойдем пробовать этот способ. Поэтому мы сейчас его возьмем. Пойдем. И вот в этом месте он обычно мякает. Давайте быстрее достанем телефон и начнем его записывать. Гулять. Погулять. Вот он перевел, наконец-то, наш первый перевод. Давайте посмотрим, что он нам сказал. Блин, настраивайся. Это у нас приветик. Симба сказал приветик, ну-ка. Вот это значит приветик. Вот, и мы можем подтвердить перевод. Наверное, это приветик. Давайте еще, давайте. Так. Симба младший. Кс-кс-кс. Так, сейчас он пока что-то не мякает. Давайте подождем. Симба младший. Ну, что такое? Скажи что-нибудь. Я уже устал нам сидеть. Подождем, пока начнет мякать. Да, он очень просится выйти на улицу, поэтому он тут сидит мякает, потому что моя мама сегодня с ним уже 4 раза гуляла, или даже 5 раз. И он хочет еще. Ну, мы с ним погуляем сегодня еще, наверное. Мякнул. Ну-ка. Погулять. Это опять привет? Что? Он опять перевел как привет. Надеюсь, он не мое слово перевел. Так, еще. Опять привет? Чё? Опять привет? Ладно. Так, Кайта вроде сюда пришел. Где у нас Кайта? Кайта тоже умеет мяукать, поэтому, может быть, мы сейчас его заснимем. Ты, младший, ты будешь еще мяукать? Давайте достанем быстрее. Опять приветик.
Нет, давайте мы все-таки изменим этот перевод, потому что я точно знаю, что он просит на улицу. Так, вот выпусти меня. Давайте найдем Симбу. Все вот эти приветы мы изменим на выпусти меня. Все, мы вроде все поменяли. Теперь он должен правильно переводить, потому что мы знаем, что это выпусти меня он просит. Давайте попробуем еще раз. Чё? Опять привет? Это же выпусти. Изменить перевод. Давай. Катя пришел. Давайте поменяем тут на Кая. Что? Так, давай, Катя, мяукай. Кайта. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Кайтик. Да, блин, что ты делаешь? Что ты мякнешь? Кайта. Что? Кайта. О, перевелся. Ну-ка. Мне нужно отдохнуть. Блин. Он перевел мой голос на кошачий. Вот, если вы не знали, слово кайт, это значит, мне нужно отдохнуть по кошачьи. Это не тот кот, давайте поменяем это на кота Артем. Все, теперь это тот кот, да? А по Артеминому, это значит, я отдыхаю. Ну ладно, давайте мы запишем еще, может, Альбатрию. Давайте попробуем Альбатрию записать, если она, конечно, мякнет. Так, сейчас Симба начал мякать, поэтому выбираем Симбу. Чё? Опять привет? Это значит опять... Симба, ты что? Мне просто привет ты тут говоришь? Он просто сидит мне перед дверью и говорит приветы. Мне очень интересно, что же скажет Альбатрия. Давайте мы пробуем понять на Альбатрию. Мы выбираем Альбатрию. И... Альбатрия. Побежал. Чё? Нет, это Симба сказал. Симба сказал, я хочу, чтобы меня любили. Альбатрия говорила... Так, это не тот код, мы поменяем это на Симбу. Утвердить перевод. Опять выбираем Альбатрию. Давайте пойдем быстрее. Нет, ты куда? Блин. У нас остался опять Симба. Давайте. Если сейчас опять будет привет, я просто удаляю это приложение. О, какой-то другой перевод. Давайте посмотрим, что случилось. Интересно. Ладно. Как дела? Посмотрите, как это перевелось. У меня что-то болит. Что? Так, я что-то не понял. Ну, вообще, это, я думаю, это правильно, потому что, когда коты жалуются, это значит, у меня что-то болит, они так жалуются. Он жалуется, то, что его надо выпустить погулять. Ну, что ж, он уже тут несколько минут стоит, давайте поэтому мы его выпустим реально. И сейчас мы с ним погуляем, и посмотрим, если он будет мяукать снаружи. И мы это тоже запишем. Для этого я сейчас принесу его шлейку. Так, мы делаем вот это на Симбу, сейчас будем с ним гулять. Ребята, вы сейчас не представляете, что мой кошачий переводчик перевел. Мы сейчас Симба просто гуляли по газону. Смотрите, что он написал. Кошачий переводчик написал, что Симба говорит: я ищу свою любовь. Что? Все, Симба, с тобой понятно. Че он так хотел на улицу погулять? Вот что он привел. Если ваш кот будет так мяукать, это значит, он ищет свою любовь. С тобой понятно, Симба младший? Ладно, давайте еще посмотрим, что он переведет. Я поверну немножко камеру. Пойдем погулять вот на лестницу, наверное. Все, пойдем. Ужасно боится. Ладно, мы вот так Симба младший погуляли. Он мне рассказал, что он ищет свою любовь. Я это вообще не ожидал. Симба младший, ты что?
что-то скрывал от меня, что ли? Он теперь перевел, где-то болит. Где-то болит. Я знаю, где у тебя болит, Симбочка младший. Мне нехорошо перевел. Мне кажется, этот переводчик очень точный. Вот реально, он как-то понимает интонацию кота. Ребят, у меня появилась идея. Что если мы с этим переводчиком запишем мою скрипучую дверь? Потому что дверь скрипит, как будто кот мяукает. Смотрите. Попробую записать. Во-первых, мы добавим кота. Я напишу это дверь. Это у нас будет дверь мужского пола, возраст от 3 до 6 лет. Хотя эта дверь уже много, ей уже 10. Имя кота дверь. И сейчас мы будем все наши двери в доме записывать. Что говорят двери? Так, вы готовы? Так. Он реально перевел. Ребят, так, вот что он записал. И это переводится как внимание, я хочу внимания. Дверь, ты хочешь внимания. Дверка хочет внимания. Вот все, что нужно было этой двери, внимание. Ну хотя, это и правда, потому что нужно ее смазать. Этот переводчик что, реально переводит и двери? Ну ладно, что такое? Так, давайте попробуем запишем еще какие-нибудь двери в нашем доме или еще какие-нибудь другие скрипучие звуки. Мне стало интересно, что говорят. Мебель. Мать, что такое? На самом деле, я знаю у нас еще одну очень-очень скрипучую дверь. И это дверь, которая находится на кухне. Потому что каждый раз, когда я ночью, в 3 часа ночи иду покушать на кухню, она скрипит, блин, на весь дом. Ты что-то сказала? Она что-то сказала. Ты хочешь покушать? Сейчас дам покушать. Вот, ты будешь кушать, что такое? Вот такое дать не кушать. Дать? Ладно, как я и говорил, эта дверь очень скрипучая. Сейчас будем записывать ее и посмотрим, что она болтает. Это немножко уже страшно и странно. Эта дверь сказала вот это. И это означает, где моя мама, ребят. У меня аж мурашки похожи, если честно. Дверь спрашивает, где ее мама. Я тебе расскажу одну историю, дверка. Одну грустную историю. Так, если честно, я еще не записывал Альбатрию, поэтому мне очень интересно, что будет говорить Альбатрия. Блин, у нее голос не определяется, ладно. Перевелось! Вот что он перевел. И это значит... люблю. Если честно, мне кажется, это не совсем корректный перевод. Мы это изменим на «выпусти меня». Теперь это правильно. И, в принципе, на этом все.